Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала Новый День. Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у Оксаны во влогах, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Но если вы считаете, что этот обзор заслуживает большего количества просмотров, жмите активно на лайки. Говорят, что лайки продвигают видео. Вещает Оксана снова из машины. Понятное дело, что со своей вот этой приторной улыбочкой. И говорит таким вот слащавым голосочком мультяшным, говорит, вот Новый год, мол, они решили отметить у Оксаны, вся семья, да? Думаю, это как вообще, Оксана? Что значит решили? Прекрасно все знают, что вы отмечаете Новый год как-то вот по очереди, да? Сначала вон у мамы, к примеру, да, потом у Лены, потом еще где-нибудь, ну, как-то вот очередь дошла до тебя. То есть это как обязаловка. И вот я не уверена, что вот эта вот обязаловка действительно приносит какое-то счастье, радость, ну и так далее, да. Нет, тут вот как повинность какая-то, вот решили отметить. Это не решили отметить, это просто Оксана обязана в этом году как-то вот принимать гостей. Хочет она, не хочет, может, не может. Юра согласен ли? Это, конечно, уже второй вопрос. Главное, что вот вся семья решила. Ой, знаете, как в той песне. И вся семья решила, раскупили пианино, то будет пианистом, он известен. Так и здесь. Решили отмечать. Да, назначили вот такую очередность. Теперь вот Оксана вынуждена отмечать, точнее принимать гостей у себя на Новый год. И это, кстати говоря, не впервые. То они отмечали 8 марта, если я не ошибаюсь, у Юры в квартире. Ну, будем так говорить, у Оксаны в гостях, да, они были. То еще какой-то там праздник отмечали. 23 февраля, если я не ошибаюсь, тоже вот у Юры в квартире. Почему еще и Новый год не отметить? Бедный тот Юра. Говорит Оксана, что не будет Вовы и его девушки. Они не приедут. Ну, да, конечно, жаль, с одной стороны. С другой стороны, не такая большая квартира, чтобы всех вместить. Поэтому хорошо, что Вова и его девушка придут на второй, на третий день. Отдельно, так сказать, да, придут поздравить папу. Ну, а 31 числа семейное застолье. И они в 4 часа, как рассказывала Лена, они собираются к маме на пельмени, а потом часов в 7 вечера они собираются к Оксане. Говорит Оксана, что время летит по мгновению. Да, вот как-то так вот странно летит время по мгновению. В общем, да, Оксана недалеко ушла от Лены. Что Лена косноязычна, что Оксана. Они два сапога пара. Оба левые, правда, но тем не менее. Танцы, говорит, в январе у Оксаны отменяются. Да, беда. Потому как уехать придется на весь месяц. Судя по всему, уезжает Оксана, улетает точнее, да. Поэтому, да, все, был заключительный день танцев. Много жаль, конечно, Оксане, что так получается. А с другой стороны, очень не нравится, что они наконец-то полетят туда, куда давно мечтали с Юрой. А еще больше тому Оксану радует то, что они туда без Лены полетят. Это просто какой-то такой приятный бонус к их путешествию. Оксана сможет снимать, что она захочет, без оглядки на Лену. И, конечно, ее видео будут набирать большее количество просмотров, чем дублирующий контент Лены. Правильно? Точнее, дублирующий контент Оксаны, но она дублирует контент Лены. Понятное дело, что Лена выкладывает раньше свои влоги, и все просмотры себе она перетягивает, а Оксана уже остается с чем она остается. Ее особо-то и никто уже и не смотрит. А так, свой контент, все новое, другая страна, ну, понятное дело, просмотры у Оксаны будут. И это тоже Оксану никак не может не радовать. Оксана, я так понимаю, счастлива. Даже если ей танцы придется пропустить, зато она будет иметь большое количество просмотров, но, соответственно, и заработок у нее будет несколько иной. Говорит, что она купила папе и заехала в Красную Икру для этого. Думаю, магазин называется «Красная икра». Или что такое? Как можно заехать в Красную Икру? Не знаю. Ну, уже что сказала, то сказала. И вообще, вы знаете, вот я этого не знала, Оксана нас просветила, да, говорит, нужно умение дарить подарки. Вот, не каждый обладает таким умением, видимо, дарить подарки. Нужно обязательно такое умение. Но Оксана счастлива, Оксана обладает таким умением. Представляете, как ей повезло? И вообще подарки надо дарить с горящими глазами. Боже, я как представила эту картину. Оксана, не надо тебе дарить подарки с горящими глазами.
Потому как ты рискуешь больше никому никогда ничего не подарить. Все от тебя будут убегать. Представляешь, когда ты стоишь с этими подарками в руках, а все одариваемые потенциальные, да, они разбежались. Они боятся твоих горящих глаз. Но вообще, вы знаете, что-то с глазами у сестер не то. У Лены падает глаз, у Лены глаза убегают, у Лены что-то еще там с глазами происходит, со зрением у нее происходит. Тоже что-то непонятно, да. Ну, у Оксаны глаз горит. Вот так. И только в те моменты, когда она дарит эти самые подарки. Нет, понятное дело, горящие глаза есть, да, говорят, вот глаз горит, когда человек чем-то очень заинтересован. Ну, явное дело, не момент дарения подарка, да, глаза должны гореть. Ледяной дождь. Оксана боится, что пройдет. И если вдруг он будет, то, конечно, дождь все застынет. Да, так Оксана и сказала. Дождь все застынет. Надеюсь очень Оксана на то, что и готовить на 31 декабря на новогодний стол особо ничего не придется, потому как каждый по салатику принесет. Ну да, Оксана, надежды юношей питают. А почему ты не вспомнила о том, что Лена еще торт должна принести? Это такое коронное блюдо Лены. Я вообще очень хотела бы на этот процесс приготовления торта посмотреть, потому как это, да, будет что-то феерическое. Но Лена нас не спешит баловать этим, да, она пока еще даже тесто на пельмени никак не приготовит, которое она хочет вместе с Ваней лепить. Кстати говоря, будет лепить вместе с Ваней, а где же Андрей, тоже непонятно. Хотя Лена всегда при каждом удобном случае говорит, вот Андрей, то Андрей это. Но нет, лепить пельмени он собирается только с Ваней. Не дает покоя Оксане утятница Юры. Говорит, ей уже столько лет, сколько и Юре. Мол, Юра помнит ее с самого детства, ту утятницу. И никак он ее не выбросит. Ну, почему бы и нет? Хорошая, добротная утятница. Чем она Оксану не радует? Ну, видимо, внешним видом. Вот. Но хочу сказать, забегая вперед, что именно в этой утятнице Оксана приготовила кролика с картошкой. И вроде неплохо получилось. Ну, Оксана, правда, не ела, но Юра оценил. Рассказывает и показывает Оксана, что она купила папе. Кстати говоря, папе только съестное. Да, такое ощущение, что только папа в этом семействе любит рыбу. И тут же она сказала, насколько папа ей дорог. То есть тут же она озвучила цену, что и сколько стоило. 5 штучек корюшки, например, за 1500 рублей она купила, да. Печень трески 2 баночки купила, сайру 1 баночку, сардины хотела купить. Но вместо сардин ей подсунули сельди васи. И вот она теперь переживает, как же быть, надо, наверное, пойти поменять это все. Ну, почему ты так переживаешь? Надо идти менять. Вспомни Юру и его баклажан. Да, он же ходил, устраивал там какой-то, ну, скандал, не скандал, но неприятности были у магазина. Ну, если я правильно помню. Ну, или, по крайней мере, он собирался туда пойти. В общем, он был очень расстроен, что вот баклажан он купил не по той цене, которая была заявлена в магазине, да. Пробили не по той цене. Вообще, что другое место баклажана ему пробили. А тут, не, надо идти, Оксана. Надо, обязательно, иначе Юра тебя просто не поймет. Но это все ерунда. Самое интересное то, что, оказывается, Оксана знает, что любит папа. Да, говорит, сельди Васи особо не любит, а вот он больше, конечно, любит такую-то и такую-то рыбу, да, вот сардину, к примеру, ту самую, которую ей не выдали. Но Оксана проморгала этот момент. Так что да, теперь придется пойти в магазин менять эту покупку, да, эту сельди Васи на сардину. И все, говорит Оксана, это все для папулечки. Вот вы знаете, я ни разу не слышала из уст Лены папулечка, мамулечка, ну не было этого. Она даже маму мамулечка никогда в жизни не назовет. Ну а папу, не, что вы, что вы. Ну тут Оксана, смотрите, когда, особенно учитывая то, что это ее отчим, ну правильно говорят, не тот отец, кто тебя родил, так сказать, да, а тот, кто тебя воспитал. И Оксана, кстати говоря, очень благодарна папе своему. Ведь именно папа с девочками проводил все свое свободное время, пока мама непонятно чем занималась. Ну, мне писали в комментариях, что мама то в санатории уезжала, то еще куда-то. В общем, она на детей особо внимания-то не обращала. И с детьми оставался отец. Что с Леной, что с Оксаной. Помидоры Оксана купила, маринованные огурчики, салат айсберг, ну, в общем, опята какие-то маринованные, что ли. Подарки купила для девочек, с которыми она ходит на танцы, в эту самую студию танцевальную. Вы знаете,
Да, возможно, они не очень дорогие, эти подарки, и там по большей части сувениры какие-то, но тем не менее очень, я думаю, будет приятно девочкам получить эти самые подарки. И Оксане что-то кто-то подарил, какую-то такую статуэточку, как балеринка какая-то или Снегурочка, ну очень симпатичная. И Оксана подобные фигурки тоже девочкам подарила, по пакетам разложила еще какие-то наборы чайные, что ли. В общем, да, недорогие подарки, но очень красивые, и я так думаю, что всем будет приятно получить эти самые подарки. Я уверена, что если бы Лена, к примеру, ходила бы на танцы или чем-нибудь еще она занималась бы подобным, вряд ли бы она одарила бы своих коллег, так сказать, по цеху. Думаю, вряд ли. Подумала Оксана еще и про деток, подумала она про Машу и про Ваню. Говорит, дети ведь, мол, тоже будут, и они захотят еще и поучаствовать в каких-то конкурсах. То есть Оксана еще и про конкурсы подумала. Ну, вообще молодец, да. Вот она, как выясняется, неплохой организатор каких-либо совместных праздников и вечеринок. Футболку люминесцентную с люминесцентным рисунком, точнее, она купила для Вани. Говорит, Маша еще футболка такая не пришла, забыла Оксана вообще, что такое люминесцентный. Единственное, что она знает, что этот рисунок светится в темноте. Ну, а слово люминесцентное неведомо Оксане. Вот. Ну и, конечно же, мы не могли насладиться в полной мере влогом, если бы там не был бы Юра показан. Юра порвал турецкую куртку. Это какой-то кошмар, да. И сидит, зашивает ее сам. Оксана говорит, хорошо, когда вот у мужчины есть такая способность, да, что-нибудь шить, и руки у него растут из того места, откуда надо, ну и так далее. И вот знаете, на что обратила внимание? Что Юра-то, оказывается, левша, да, он в левой руке держит иголку и зашивает эту самую куртку. Ну, что сказать. Если бы Юра поехал бы вместе с Леной и Оксаной в Турцию, помните, вот в этом году они ездили, и у них там какая-то была проблема с футболочками, с платьицами, им надо было все короче, и где-то что-то у них порвалось, у Лены что-то порвалось, и они пошли к этим так называемым бабушкам, да, хотя эти бабушки были не намного старше Лены и Оксаны, в ателье, чтобы те им что-то подшили. Взяли бы с собой Юру, проблем бы не было. Юра бы им все там подшил сам. И к бабушкам ходить не надо было бы. Но видите, поехали без Юра. В принципе, конечно, сэкономили бы, если бы Юра был рядом. Тем более у Лены есть швейный набор, который она завидным постоянством с собой берет во все путешествия. Правда, для чего она его берет, непонятно. Все равно шить не умеет. Ну, а еще Оксана, понятное дело, не могла обойтись без того, чтобы пойти ходить. Да, и вот она говорит, надо пойти ходить с мамой. И говорит, я пошла ходить с мамой. Ну, все как-то так не затейливо, не замысловато. Надо пойти ходить, пошла ходить. Вот, но бывает такое, да, говорит Оксана, что вот часто мама ходит без нас. Думаю, без кого, без вас, без тебя? Когда твоя мама в последний раз ходила ходить с Леной? Ну, по-моему, это было, да, но всего один раз. И то потому, как Лене нужен был контент срочно. А так, в принципе, мама ходит сама. Или с Оксаной. Но так, чтобы без нас, это прям слишком громкое заявление. Оксана могла бы сказать, что часто мама ходит без меня. Да, это было бы правдой. А без нас, ну, не знаю. Вот опять она хочет прогнуться перед Леной и показать, что, посмотрите, Лена тоже-то, в принципе, про маму помнит, да. И видишь, Лена, я о тебе, мол, не забываю, да. Смотри, как я хорошо о тебе отзываюсь. Наверное, именно вот такой посыл был у Оксаны. Но, говорит Оксана, жаль, что редко совпадаем мы с мамой по ходьбе. Да, вот понимаете эту фразу как хотите. Наверное, Оксана имела в виду, что у нее занятия заканчиваются поздно, мама выходит раньше гулять, ну и по времени, конечно, да. Они не могут никак состыковаться. Но, видите, редко совпадают по ходьбе, считает Оксана. Пошли они кормить уточек, и, как выяснилось, там у них целая утиная группировка организовалась. Думаю, да, практически ОПГ. Так много уточек, говорит. И все они хотят есть. Купили батон, но этого батона не хватило. Надо, Оксана говорит, подвозить целую машину с хлебом, так, чтобы накормить всех желающих уточек. Ну, на самом деле, уток стало очень много. Уже не знаю, по какой причине, вдруг зимой они так расплодились. Обычно по весне, да, вот как-то это все происходит. Утята появляются, уточек, а тут уже взрослые особи. Ну, я не знаю, откуда они в таком количестве тут.
Но тем не менее, прикормились и на берег вышли. В общем, мама покормила, Оксана покормила, все счастливы. И мама, и Оксана, и утки тоже счастливы. Ну, а дома, как я уже говорила, Оксана пришла домой, она приготовила кролика, протушила его в вине, туда добавила потом еще картошку, в этой самой утятнице. Все очень здорово, все очень классно. Юра оценил, вино какое-то любимое открыл. И, в общем, да, Юра чувствует себя очень даже неплохо. И это тоже очень даже хорошо, я считаю. Почему? Потому как если проводить аналогию с Андреем, то, конечно, Юре живется намного лучше, чем Андрею. Во-первых, мы Юру видим. Правильно, правильно. Во-вторых, мы можем оценить его какие-то бытовые навыки. Что можем мы увидеть со стороны Лены, да? Андрея мы не видим, и уж тем более никаких бытовых навыков Андрея говорить не приходится. Мы их просто не видим, мы не знаем о них вообще ничего. А здесь, видите как, все-таки Юра разбавляет влоги Оксаны и делает их намного интереснее. Посылка. Посылку распаковывает Оксана и достает оттуда белый пуховик. Ой, говорит, не знаю, как я буду носить, он будет скоро черным, серым, любого цвета, только не белого. Думаю, Оксана, ты же сама себе заказываешь эти вещи. Ну, неужели ты до сих пор думаешь, что люди не знают этого, ну, или не догадываются? Ты никогда распаковываешь посылку, ты хотя бы сказала бы, вот я благодарю такого-то, такого-то человека за то, что он мне прислал то-то, то-то и то-то. Никогда в жизни этого не было. Поэтому ты сама себе выбрала такую куртку, такой пуховик, ты все сама себе выбрала. И не надо так удивляться, о, он удлиненный, о, здесь он такой легкий, такой классный, невесомый. Ты сама выбирала, ты точно знаешь, что тебе придет. С чего вдруг такие удивления? Вообще этого понять, конечно, не могу. Кроссовки. Майкл Корс, по-моему, или это пуховик был Майкл Корс, а кроссовки другой какой-то фирмы. Каких-то в рисуночках, каких-то заклепочках тоже белого цвета. В общем, детские какие-то кроссовки. Такая вот, ну, так себе обувь для взрослого человека, я думаю. Свитерочек в полосочку в любимую, полосочку Оксаны, да. И кошечка. Да, кошечка прям вот посередине этого свитерочка. Ну, кот матросский, не дать не взять. Какой-то кошмар. Уже не знаю, что такое с Оксаной, почему он так любит полосатое. Полосатое оно странит, когда вертикальная полоска, но не тогда, когда горизонтальная. А тут вот второй свитер подряд уже с горизонтальной полоской. Я не думаю, что это хорошо. А тем более Оксана в последнее время что-то как-то не постройнела. Отрицательно постройнела, если так можно выразиться. Хотя, в принципе, ходит на танцы. Ой, эти танцы, слушайте, я посмотрела ее шортс. Ой, ее ролик формата шортс. Конечно, ее танцы это что-то с чем-то. Вот как мишка топчется на одном месте. Какие-то такие вот, не могу сказать, что не смелые движения, но какая-то она угловатая, что ли, Оксана. И эти движения тоже какие-то такие... Ну, не сказать, что человек занимается уже 1,5 года или чуть даже больше, чем 1,5 года этими танцами. Ну, вообще, вот такое ощущение, что пришел на танцы, и может быть месяц, может быть 2, ну окей. Ну пусть полгода он занимается максимум, но никак не 1,5 года. Ужасное, конечно, движение, и вот эти скачкообразные какие-то передвижения по танцполу, да, ужас, конечно. Но главное, чтобы Оксане нравилось. Она говорит, Оксана, ей очень даже это дело нравится. Ну, танцует она для себя, никуда она не собирается ездить на выступления никакие. Ну, для себя так, для себя, почему бы и нет. Кстати говоря, подарок она подготовила и руководительница этого самого кружка танцевального. И это, в принципе, неплохо. Опять же, если бы Лена ходила на танцы, то вряд ли бы она одарила бы хоть кого-то, да, не говоря уже о руководителе. Так что Оксана в этом плане более внимательная. Да, и я почему-то не помню, чтобы Лена задумалась о подарке папе. Не-не, вряд ли. Очень даже вряд ли это все будет. Но, опять же, я считаю так. А как оно будет на самом деле, я, конечно, сказать не могу. Потому как мы пока еще не видели, что Лена планирует кому дарить. Хотя она говорила о том, что вот косметичку она собирается маме подарить. Маме, Оксане. Да, но про папу и ни слова не было. Но, опять же, об этом будем говорить в влоге, точнее, в обзоре, посвященному влогам Лены. Но этот обзор я буду заканчивать. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока.